Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы все знаете, что я творю по вдохновению, переношу в коврики, одеялки свои впечатления. А осенью нас радуют последние садовые цветы – сентябрины, астры и георгины. Шьем красивый лоскутный блок, дрезденскую тарелку. Выкройку шаблон сделать очень просто. Свернем лист бумаги уголочком и вырежем сегмент круга 1/16. От острия отложим по 7 см и отрежем уголок. Длину лепестка сделаем 20 см. Переберем все остатки ткани, лоскутки и обрезки. И по этому шаблону нарежем детали. Для одного цветка дрезденской тарелки надо 16 штук. Заготовки складываем вдоль и прокладываем шов по широкой части, перпендикулярно сгибу. Дорогие мои подписчики, вы, конечно же, заметили, что я всегда выискиваю что-нибудь новенькое и интересное, чтобы вам показать. А в этот раз заглянула на сайт интернет-магазина «Любимый Василек». Смотрите, какое замечательное покрывало из плюш-велюра там нашли. Очень красивое. И само покрывало мягкое и пушистое. И упаковка. Достойный подарок. Постельное белье необычной расцветки. Темно-синий фон. Всегда удивляюсь, сколько девочкам надо платьишек. Ну, девочки мы, девочки. Ну да, не только платьишки, но и футболки, и туники, и майки. Конечно же, помним, что надо готовить подарки на Новый год. Заказала дорожку с гномиками. Всем хозяюшкам нашью полотенец. И пусть готовят себе на кухне целыми днями. И ни в чем себе не отказывают. Сама себе хозяйка. Захотела – борщ сварила, захотела – пирог испекла. А мы перейдем к нашим творческим процессам. Закрепки в начале и в конце делаем обязательно. Детали шьем все сразу гирляндой, поточным способом. Нитки не обрываем. Прошили одну, тут же шьем следующую. После этого заготовки разделяем и выворачиваем получившиеся уголочки. Мне хочется сделать еще один блок дрезденской тарелки, но больше по размеру. Для этого подготовим другой шаблон. На экране выкройка. Основание трапеции 3 см, противоположная сторона 7 см, высота 20 см. Добавим со всех сторон припуски на швы. И по этому шаблону тоже приготовим детали из ткани. Небольшая подсказка, как можно экономно выкраивать и раскладывать на ткани. У этих заготовок также будем прокладывать строчку по широкой стороне. Собирать дрезденскую тарелку очень легко. Складываем детали вместе, лицом к лицу, и прошиваем. Шить можно также все детали гирляндой. Следим за тем, чтобы центральный шов уголочка располагался строго посередине. Собираем наши тарелочки. Сначала все детали соединим попарно. Шьем гирляндой поточным способом. Разъединим заготовки, расправляем швы. Это хлопок. Можно ногтем провести и расправить все швы. Припуски на швы направляем на сторону темной ткани. В следующем этапе сшиваем, соединяем дальше. Уже 4 детали. Так постепенно в круг соединяем 16 деталей.
Все должно хорошо совпасть и ровно лежать. Естественно, обязательно используем утюг. Получаются такие прелестные цветочки, дрезденские тарелочки. Вот теперь можно прикинуть, посмотреть расположение этих блоков. Получилось у меня 9 одинаковых тарелочек и одна крупная. Покрывало хочу сделать большое, а места в комнате у меня мало, поэтому раскинулось море широко. Пара слов об основе. Зашла в магазин тканей и увидела такой материал. С двух сторон ткань, а внутри синтепон. Все простегано термостежкой. С одной стороны ткань светлая, а с другой темная, с узором завитки. Мне показалось, что на темном фоне все будет смотреться гораздо интереснее. Ширина полотна 2,20. Я взяла длину 2,40. Пусть будет большое покрывало для двухспальной кровати. С края обрежем торчащий синтепон и сразу же обработаем край бейкой. У меня нашлась бязь примерно такой же расцветки. А вот уже после этого приступим к оформлению. Найдем и отметим центр покрывала. Ровно уложим наш самый большой цветок. Он у меня получился из 35 лепестков. Сколько будет у вас, смотрите сами. Все будет зависеть от ваших припусков на швы. Тщательно расправим заготовку и закрепим ее английскими булавками для квилтинга. А дальше надо уже пришить эту тарелку к основе. Можно это сделать на швейной машинке, но это может быть не совсем удобно. Очень большой размер заготовки. Смотрите сами. В принципе, никакой нагрузки на эти элементы не будет. Можно пришить и вручную. Маленький цветочек нашьем сверху, вторым слоем. Для начала также его зацепим английскими булавками. Этот блок, дрезденская тарелка, еще простегивается и по лучикам лепесткам. Центральный элемент на месте. Намечаем, куда именно будем нашивать остальные цветочки. А дальше несколько часов напряженной работы за кадром. И вуаля, готово. Вот они, чудеса видеомонтажа. Уже почти все на месте. Остается только закрыть серединки цветочков. Вдохновляют нас осенние цветы. Уже были первые заморозки, вся трава пожухла, а астры радуют нас своей стойкостью. Серединки цветочков сделаем из ярко-желтой ткани. Из картона вырежем кружок подходящего диаметра. Это будет наш шаблон. Ткань выкроем с запасом. По краю соберем на нитку, вложим внутрь шаблон и плотно затянем нити. После этого все проутюжим. Картонку можно убрать. Ткань хорошо держит форму. Таким же образом подготовим и все остальные детали. Серединки к цветочкам лучше всего пришить вручную. Просто на машинке будет очень сложно это сделать. И еще один секрет. В этом месте сходится очень много тканей и очень много швов. Чтобы они не просвечивали и не выделялись, под этот желтый кружок мы добавим немного синтепона. Ну что, все готово. Выгуливаем это покрывало. Фотосессия на улице.
Размер получился 2,20 на 2,40. Это подарок для дочери. Она в восторге. Сказала, что ей очень понравилось. И еще сказала: «Мама, шей еще что-нибудь интересное». Ну куда деваться? Будут новые идеи. А вы ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. И покажите Ютубу, что вам интересна тема творчества и рукоделия. Смотрите все мои ролики до конца. Обязательно присоединяйтесь к моим группам в Одноклассниках, ВКонтакте и на платформе Яндекс.Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!